Эмили Харрис устало протерла глаза, пробираясь через зал аэропорта О'Хара в Чикаго. 12 часов ночных дежурств в отделении интенсивной терапии выжили из нее все силы. Она едва заметила мигавшие огни и звучавшие глухо голоса вокруг. Телефон показывал сообщение от подруги. «Эмили, где ты?» Она не могла ответить честно, сама не понимала, где находится. После смерти родителей 3 года назад жизнь Эмили свелась к непрерывной рутине. Работа, счета, забота о младшем брате Дэниеля, которому было 19. Каждый день был борьбой, а мечты о настоящем отдыхе казались роскошью. Сейчас же она поворачивала за угол и видела группу людей у скрытого входа в терминал частной авиации. Без лишних вопросов ее провели через трап в салон самолета. Кремовые кресла, панели из дерева, бар с напитками — это не было похоже на обычный рейс, который она купила. Мужчина в строгом костюме сидел спиной к ней, а когда обернулся, Эмили ощутила странную смесь ужаса и любопытства. Его глаза были глубокими, как если бы видели ее всю жизнь. Он представился Калилом Бруксом, владельцем технологической компании. Эмили поняла, что оказалась на самолете, летящем совсем не туда, куда собиралась с подругой. В Чикаго уже исчезал внизу, когда самолет набирал высоту, а она пыталась осознать происходящее. Паспорт валялся в рюкзаке, но это было лишь малой утешительной правдой. В течение полета они делились фрагментами жизни. Эмили рассказывала о больнице, ночных дежурствах, о брате и потерях, которые все еще давили на нее. Калил говорил о своих путешествиях, о бизнесе и утраченной подруге Лейле. Разговор становился мостом между двумя чужими мирами, превращая их в редкое понимание друг друга. Приземлившись в Чикаго, Эмили оказалась в роскошном отеле. Интерьеры были почти невообразимыми, но ее больше поразила искренность Калиля. Они провели день, исследуя город. Узкие улочки, скрытые кафе, книжные лавки и тихие дворы. Эмили впервые за годы чувствовала, что может быть просто собой. Вечером они ужинали при свечах, а разговор о прошлых потерях и страхах создавал необычайную близость. Эмили поняла, что опасения, которые держали ее в привычной рутине, начинают рассеиваться. Она доверилась человеку, которого едва знала, но чьи глаза казались понимающими ее душу. На рассвете второго дня они наблюдали город с высоты вертолета над озером Мичиган. Калил предложил Эмили выбор – вернуться к прежней жизни или рискнуть и позволить этим 2 дням стать началом чего-то настоящего. Сердце ее билось так быстро, что казалось, что весь мир замер. Она сделала шаг навстречу неизвестности, переплела пальцы с его и почувствовала, что впервые за годы сама выбирает свое будущее. 2 дня, которые казались случайностью, стали точкой отсчета между обязанностями и свободой, безопасностью и приключением, прошлым и будущим. Эмили поняла, что иногда судьба любит удивлять, позволяя людям встретиться там, где никто не ожидал. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.